Итак, вы повсюду слышали о крипто-аирдропах и понимаете, что на этом можно заработать много денег. И когда я говорю много денег, я имею в виду очень много денег. Проблема в том, что на рынке сейчас полно аирдропов. И будем честны, они, мягко говоря, сбивают с толку. Конечно, существуют каналы, которые рассказывают вам, как выполнять задания, как фармить аирдропы и прочую хрень, на которую ни у кого на самом деле нет времени. Ни у кого нет на это времени. В этом видео я расскажу вам о собственной стратегии относительно аирдропов. Она включает в себя то, как я стейкаю для аирдропов, почему я стейкаю для аирдропов и что я стейкаю для аирдропов. Вы на канале Crypto.ru, и сегодня мы перевели для вас очередное видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про свою методику по заработку на аирдропах. Мы начинаем. В общем, похоже, что прямо сейчас абсолютно все фармят аирдропы, богатея буквально за одну ночь, в то время как проекты разбрасываются аирдропами направо и налево. Но так ли это на самом деле? Стоит ли тратить свое время и силы на эти аирдропы? Ответ и да, и нет. Видите ли, если вы такой же, как и я, то у вас нет ни времени, ни терпения фармить аирдропы каждый день. Это занимает очень много времени. Конечно, это бесплатные деньги, но многие из этих аирдропов мошеннические. Они платят далеко не так много, как вы думаете. Многие из них требуют выполнять абсурдные задания, при этом обещая, что в какой-то момент вы можете получить аирдроп, а можете не получить. На мой взгляд, это отнимает слишком много времени. Но есть несколько аирдропов, которые того стоят. За них реально получить тысячи или даже десятки тысяч долларов. Так, давайте-ка на секунду прервемся. Давайте рассмотрим это в контексте, поскольку среди нас есть новички в сфере аирдропов. А некоторые уже не новички и просто хотят узнать мою стратегию и то, какие аирдропы я рассматриваю. Если вы хотите перейти к той части видео, которая вам подходит, то я разместил временные метки в описании ролика. Нажмите на отметку и перейдите к нужному месту видео. Таким образом, я не потрачу ваше время, а вы сумеете использовать эти метки, чтобы вернуться и снова посмотреть определенную часть ролика, которая вам, возможно, понадобится. Так что же такое аирдропы? Это буквально бесплатные криптовалюты. Бесплатные токены, которые высылаются вам за то, что вы владеете определенной криптовалютой или токеном. Также вы можете получить аирдропы за выполнение заданий или участие в раннем тестировании определенного проекта. Задания могут быть любыми, от взаимодействия с тестовой сетью до использования DEX, децентрализованной биржи. Сейчас многие люди пытаются сделать все так, чтобы получить наивысший шанс на аирдроп. Они взаимодействуют с блокчейном на ранней стадии тестовой сети, создают собственные нативные кошельки в этой тестовой сети или, например, просто совершают свопы на новой криптобирже, чтобы получить эти аирдропы. Это называется фарминг аирдропов. Не путать со сбором навоза, если вы работаете на ферме. Зачем стейкать для аирдропов? Владение токеном и определенной криптовалютой говорит само за себя. Если вы храните определенную монету в своем кошельке, то вы можете получить аирдроп независимо от того, стейкаете вы ее или нет. Но обычно это происходит, когда вы ее стейкаете. Это происходит по нескольким причинам. Новый проект может захотеть продвигать собственный токен. Что может быть лучше, чем предоставлять его людям, у которых есть определенная криптовалюта, с которой проект либо связан, либо состоит в партнерстве. Это помогает проектам быть более децентрализованными. Это помогает децентрализации криптовалюты. Люди начинают говорить о проекте, возникает ажиотаж, и это очень хорошо для проекта. Если хотите, возникает очень много хайпа. Вы можете получить эти токены просто за взаимодействие с приложением, о котором вы даже не задумывались. Например, если бы вы взаимодействовали с Uniswap до того, как у них появилась своя монета, вы получили бы их токены в рамках аирдропа. И это было очень важно в те времена. Сумма составляла $1000. Сегодня чаще можно получить токен по аирдропу, когда вы стейкаете и держите определенные токены в кошельке.
Например, если бы вы держали токены Atom или Osmosis в блокчейне Cosmos, вы бы получили аирдропы SEI или Celestia, что на самом деле принесло бы вам большую, очень большую выгоду. Не беспокойтесь, позже в этом видео я покажу вам, как вы на самом деле можете это сделать, как вы можете стейкать токены. Но также можно получать аирдропы бесплатно, не удерживая токены, если вы взаимодействуете с конкретным приложением или DApp, децентрализованным приложением, и выполните несколько заданий. Если хотите знать мое мнение, то это отнимает много времени. Есть очень много проектов, и все это может оказаться непосильным. Поэтому я так не делаю, за некоторыми исключениями. Но я стейкаю определенные криптовалюты. Есть способы автоматически проверять, получили или получите ли вы аирдроп. Чуть позже в этом видео я покажу, как это делать. Но... Так что не переключайтесь. Что я стейкаю для аирдропов? Итак, какие криптоактивы я использую для аирдропов и почему? Есть определенные проекты, в которые я инвестирую на длительный срок. Поскольку я занимаюсь долгосрочными инвестициями, я стейкаю их и получаю API. Мне платят за то, что я держу их у себя каждый год. И еще я получаю аирдропы. Думайте об API как о проценте, который вы получаете от банка, а об аирдропах как о дивидендах, типа того, как стейкать конкретные токены. В любом проекте, который я держу и стейкаю, очень просто стейкать. Они следующие: Atom, Mantle, PAAL, Protocol Injective, недавно застейкал его, Joanna Avax, Osmosis, SEI, Solana, PIV, TIA для Celestia. Чтобы застейкать криптовалюты и потенциально получить airdrop, по большей части вам нужно застейкать их в нативном кошельке. Например, Cosmos или Osmosis вы размещаете в своем кошельке Kepler. Для криптовалют, основанных на Ethereum или токенов EVM, вы, вероятно, использовали бы что-то вроде MetaMask, а для Solana вы, скорее всего, применяли бы Phantom Wallet. Например, предположим, вы хотите застейкать SEI, токен SEI. Вам нужно установить кошелек Fin в своем браузере Chrome или на другом браузере, с которым он совместим. Если вам интересно, как настроить Fin Wallet, то процедура точно такая же, как с кошельком MetaMask. Если не знаете, как это сделать, то не волнуйтесь. Я оставлю ссылку на ролик прямо здесь, а также в описании. Посмотрите его после этого видео. Стейкать что-то вроде SEI довольно просто. Итак, для получения токена SEI просто зайдите на app.sei.io. Вам понадобится кошелек Fin. Я говорил о нем ранее, вот мой. Просто нажмите на «Подключить кошелек». Выбираете Fin. Здесь вы можете увидеть свои вклады. То, что вы уже застейкали. Вот здесь, например, я уже застейкал 500 SEI. А здесь вы можете увидеть свой общий баланс, доступный баланс. Как вы видите, у меня в кошельке 300 SEI. Также есть общая сумма стейкинга и, конечно же, награды, которые вы можете забрать. Чтобы получить их, достаточно нажать на кнопку «Получить» вот здесь. Появится окно с вашим кошельком. Подпишите эту транзакцию и все. Вы увидите, что она подтверждена. Сообщение должно появиться и на экране, и в вашем кошельке. Как вы видите, он только что обновился. В этом кошельке я стейкаю для StakeSito. Можете делегировать куда захотите, но я собираюсь повторно делегировать для StakeSito, нажав вот сюда. Могу выбрать максимальную сумму, но хочу оставить немного на случай, если мне понадобится оплатить комиссии. Нажимаю ОК и подписываю транзакцию. Жду несколько секунд и готово. Итак, теперь вы знаете, как стейкать свои токены для аирдропов. Но как на самом деле получить аирдропы или узнать, можете ли вы претендовать на аирдропы? Как проверить, есть ли неполученные аирдропы? Самый простой способ сделать это — воспользоваться несколькими эффективными онлайн-инструментами. Один из сервисов, которым вы можете пользоваться для поиска неполученных аирдропов или аирдропов, которые вы, возможно, пропустили — Yearnify. Все, что вам нужно сделать, указать публичный адрес вашего кошелька вот в этом поле. Например, ранее я ввел имя кошелька вот сюда. Вы видите, что мне нужно обновить имя ENS.
Даже говорится, что срок истекает через 17 дней. Видно, что я пропустил airdrop DAppRadar. И вы также видите, что я забрал airdrop Uniswap, о котором мы говорили ранее, на сумму $2752, только из этого кошелька. И если вы все еще не забрали свой airdrop Uniswap, то вы все еще имеете на него право, поскольку срок действия не истек. Если вы создадите аккаунт в Yearnify, то сможете получать уведомления о новых airdropах, которые могут появиться. Бесплатная учетная запись на Yearnify позволит вам просматривать до 6 адресов. Если вам нужно более подробное видео, объясняющее, что с этим делать, то я оставлю ссылку на него внизу. Что касается airdropов Cosmos или в сети Cosmos, вы можете просто перейти на сайт airdrops.one. А для airdropов вообще можете использовать airdrops.io. Оставлю вам ссылки на них в описании. С airdrops.one все довольно просто. Вы можете увидеть предстоящие airdropы вот здесь слева. Видно, что это такое. Что собой представляет airdrop для дальнейшего изучения. Можно посмотреть дату и ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к тем, кто желает получить этот airdrop. Например, для вот этого нужно просто застейкать Osmo. А, например, для Aether нужно просто стейкать Atom. Давайте взглянем на этот Wasmonton. Нажмите и попадете на страницу, где рассказано, как именно получить его. Итак, Osmo находится в вашем кошельке. Ничего не нужно для этого делать. Можно просто проверить, есть ли он. Для кошелька Leap просто откройте свой кошелек Leap, переключитесь на сеть Osmosis, выберите кошелек, который желаете посмотреть, и проверьте, получили ли вы airdrop. Для кошелька Keller перейдите вот на этот мостик и следуйте инструкциям. Для airdropов в целом вы можете перейти на airdrops.io. Здесь вы можете увидеть последние airdropы, горячие airdropы, потенциальные airdropы и так далее. Вверху есть airdropы держателей, так что вы можете посмотреть, есть ли airdropы для держателей BTC, Atom, Ethereum и их форков. Давайте перейдем вот сюда, к горячим airdropам. Можете посмотреть, есть ли какие-либо требования. Например, для Blast надо подключить Ethereum, для других не надо ничего делать и так далее. Кликните по заинтересовавшейся монете, и появится подробное объявление того, что надо сделать. Все очень просто. Можно просто следовать приведенным здесь инструкциям. Слушайте, я понимаю, что все это может показаться пугающим и ошеломляющим, особенно если вы новичок в криптовалютах. Но поверьте, изучение этого и работа с этим помогут вам оказаться впереди большинства людей в крипте. Это даст вам преимущество. Как только вы начнете это делать, выяснится, что это просто и довольно весело, и вы сумеете заработать много денег, что еще веселее. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Если есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях ниже, и я постараюсь ответить на все, или запишу короткое видео с ответами на эти вопросы. Давайте, комментируйте, не стесняйтесь, и обязательно посмотрите вот это видео здесь. Слушайте, я не шучу, посмотрите, это хорошее видео. Не забудьте подписаться, не забудьте нажать на колокольчик и посмотреть это видео.